Это пятое уже. Пятое колесо? Пятое колесо. Всем привет! В сегодняшнем сюжете мы вам расскажем об одном выдающемся человеке, увлечения и поделки которого будут особенно близки нашему моноколесному сообществу. Человек, который создает поистине удивительные средства передвижения, используя самые различные подручные средства, агрегаты и механизмы. На сегодняшний день ему 72 года, его полное имя Грек Виктор Григорьевич, и в народе его называют по-доброму и просто дядя Витя. На его счету гибридный снегоход на базе Восхода и Бурана и 7 разных вариантов электротележек, в том числе с использованием хорошо известного нам моноколеса. Вот это вот, как его назвать, я не знаю. Электрокарета или как. Два монстра соединил вместе, вот. А это будет зимний, зимний вариант. Зимой, когда снег, я вот это отцеплю все отцеплю и поставлю, вот, но она не доделана еще. Вот такие вот лыжи, вот они будут поворачиваться. Громко. А и сзади поворотники, вот еще, сейчас я включу. Из Китая тоже притащил. Налево, направо. Виктор Григорьевич – офицер войск противовоздушной обороны в отставке. Армейская специальность – радиолокационное устройство. В настоящее время он слесарь по ремонту электронного оборудования на железной дороге с богатым набором самых разных увлечений от спорта до живописи. А вот это колесо отсюда можно вытащить, поставить туда. Одно колесо отсюда снимается, да, ставится и сюда ставить. А здесь... это Ситикока. Ну, да. Раму это я у Ситикока слезну. Ну да, точно. А здесь вот газ вот так вот, ногой. Сначала у меня привод был вот отсюда тросиками. Я тросиками. Вот ребята приезжали и катались на нем, когда у меня был здесь Кингсон, а здесь Монстр. Два моноколеса было, помнишь? Да. Есть. И это управление вот ручкой, тросиками. Но я отказался от этой схемы, потому что мне захотелось побольше сделать. Перед призывом на срочную службу в армию его отец приделал самодельную коляску из авиационного бака к мотороллеру, на котором они вдвоем путешествовали на Азовское море. Тогда, наверное, на подсознании и зародилось желание тоже что-нибудь своими руками мастерить, и уже свой первый снегоход он сделал на севере в виде гибрида Восхода и Бурана. В магазин езжу, да. Можно вот эту самую кресло снять сюда, газовый баллон положить или там чемодан или что хочешь. Да. Сначала он у меня был трехколесный. Вот это не было прицепа, а здесь было вот то колесо, которое вот маленькое, оно было здесь. Но я переделал, потому что весь вес почти на заднее колесо, и эти прокручивались. Ну, сцепление земной маленькое было. Пришлось убрать, поставить вот такое. Всем нравится, я еду по дороге, палец показывают водители. С моноколесом Виктор Григорьевич познакомился заочно, увидев на просторах Ютуба безбашенного финна, рассекающего лесные просторы с большой скоростью. Тогда он сразу этим заболел и, вскоре, как оказалось, неизлечимо. Я на нем Любань ездил, там в Шапке, там, знаешь, Любань где? Ну, 30 километров отсюда до Шапки, где-то 70 километров вот такой круг. Один раз делал, потом ездил туда, вон там деревня за 70 километров. Он нормально идет. Еще оставался заряду вот так вот. Учился кататься сначала в комнате, пару раз въезжая головой в стену. Потом вышел на территорию гаражей, стал падать. В один из тех дней одна нога стала на землю, а другая голенищем сапога зацепилась за подушку колеса. Так колесо попыталось его растянуть на шпагат, но не удалось. Тогда и, как говорит сам Виктор Григорьевич, шутя, связки в колене порвал. Болит уже несколько лет. Ну, задом я никак не могу научиться ездить. Пробовал, так и не вышло. Падал много, но защиту все равно ленился надевать. Окровавленные руки и коленки
разбитый Apple Watch с сапфировым стеклом – это то, что дядя Витя успел вспомнить во время интервью. Вспоминает о трудностях в прошлом, не жалея, аргументируя тем, что сегодня все это компенсируется удовольствием от езды. Да оно само как-то постепенно. А первое колесо когда вы купили? Первое колесо уж 3 года назад. 4-й год пошел. Я первый раз увидел в интернете, как ребята катаются на колесе, и сразу влюбился в это дело. Купил колесо, накопил денег, потом еще накопил, еще одно, потом еще накопил, еще одно. Хорошо, что работаю и на пенсии. С покупкой моноколеса Виктору Григорьевичу снова захотелось поконструировать, и за 4 последних года он сделал и переделал 7 различных вариантов электротележек, часть которых раздал своим детям, а одну из изобретений посчастливилось увидеть и испытать нам. Аккуратней! Сейчас осталось 3, а было 5. 2 я подарил дочке и зятю. Они катаются. Я тоже сделал из них велосипеды, электровелосипеды, и отдал им, они катаются. Вот еще зимний вариант сделаю. А так у меня еще мечта есть сделать, приспособить к лодке, чтобы можно было еще и плавать. Ну, не знаю, получится или нет. Сейчас дядя Витя делает 4-колесную тележку и планирует добавить на нее же бензиновый двигатель с пропеллером. В день знакомства мы ни на минуту не переставали восхищаться его жизнелюбием и энергичностью. Человеку 72 года, а у него под ногами 100-вольтовый Супекс и впереди еще миллион различных идей. Мы пожелали ему крепкого здоровья и надеемся в следующий раз увидеть его в полном здравии, в окружении своих самых невероятных поделок.